В этой видеоинструкции мы расскажем, как скачать на свой компьютер и заполнить бланк свидетельства о практических результатах применения методов учения Григория Гробового. Для того, чтобы правильно оформить свидетельство о практических результатах применения методов учения Григория Гробового, необходимо зайти на сайт тестирования и скачать с него редактируемую PDF-форму этого бланка. Для этого на сайте тестирования нужно войти в раздел «Русский язык», затем найти раздел, соответствующий нашей задаче, то есть свидетельство о практических результатах применения методов учения Григория Гробового, щелкнуть левой клавишей мыши на этом разделе и перейти на страницу, посвященную оформлению свидетельства. Здесь вы увидите краткую информацию о свидетельстве. Кроме того, есть информация, что подробное описание свидетельства приведено в пункте 2.7 «Положение о порядке организации проведения компьютерного онлайн-тестирования». Щелкнув левой клавишей мыши на название этого документа, вы можете открыть этот документ и ознакомиться с более подробной информацией об этом документе. Ниже приведена краткая инструкция по заполнению и оформлению свидетельства в момент его заполнения. Обратите внимание, что в пункте 3 этого краткой инструкции написано, что необходимо после заполнения заверить свидетельство простой электронной цифровой подписью. Инструкция приведена в разделе ниже. И там, в этом разделе, приведены подробные инструкции, как вставить документ простую электронную цифровую подпись с помощью мыши, или можно вставить в этот документ, то есть в свидетельство, простую электронную цифровую подпись буквально с помощью росписи пальцем. Кроме того, здесь есть информация, что в случае возникновения вопросов о вставке свидетельства цифровой подписи, если все-таки вам будет недостаточно информации по инструкции, как это сделать, вы можете написать письмо с запросом о помощи на почтовый адрес сайта тестирования, и вы получите индивидуальную персональную консультацию, после чего сможете легко вставлять электронную цифровую подпись в PDF-документ. Ну вот и все. Значит, попробуем на практике выполнить все эти 5 пунктов, которые приведены на этой страничке. Итак, пункт 1. Скачать на свой компьютер стандартную форму бланка свидетельства, нажав на значок Download. Нажимаем левой клавишей мыши на этот значок. Открывается бланк свидетельства, который нужно будет в последующем заполнить. Скачиваем его на свой компьютер. Для этого в правом верхнем углу есть значок «Скачать». Я сейчас пользуюсь браузером Chrome. В других браузерах может быть другой немножечко значок и немножко другой вид окна, но тем не менее вы всегда найдете значок или текст, который соответствует скачиванию бланка на ваш компьютер. В какое место будет скачиваться на вашем компьютере этот бланк, вы должны уже знать, потому что у вас должны быть определенные настройки либо в самом браузере, либо в операционной системе компьютера, где ваша папка либо будет по умолчанию, либо вы должны указать, куда сохранить. Нажимаем на этот значок левой клавишей мыши «Скачать». Щелкаем. В данном случае у нас открылась папка «Загрузка». Эта папка стандартная, как правило, на каждом компьютере. Вот файл testimony of results signal.ru. Сохраняем его в папке «Загрузки». Все, сохранили. Возвращаемся
по стрелочке в левом верхнем углу назад. Возвращаемся на сайт. Теперь нужно открыть скачанный компьютер файл и заполнить бланк свидетельства в соответствии с переведенными ниже инструкциями и образцом заполненного бланка. На страничке со свидетельством о практических результатах приведена краткая инструкция по заполнению бланка. В этой видеоинструкции мы дадим немножко более развернутый алгоритм заполнения свидетельства. Что это значит? Мы рекомендуем для большей универсальности выполнить следующие действия. А именно, открыть у себя, ну, например, на рабочем столе или в другом месте своего компьютера папку, которую назвать, например, «Мои свидетельства о результатах». Для чего это нужно? Дело в том, что папка загрузки или download, как правило, временная папка. Она предназначена для временного хранения каких-либо скачанных или полученных из интернета файлов. А свидетельство все-таки относится к постоянному, где у вас месту постоянного хранения. И чтобы там у вас в этой папочке можно было отдельно сохранять и базовый бланк, эталонный бланк этого свидетельства практических результатов, и потом, если будут у вас еще другие свидетельства, хранить в одной папочке. Поэтому рекомендуем, например, на рабочем столе создать новую папку «Мои свидетельства о результатах» и сохранить туда вот этот тот файл, который мы скачали. Для того, чтобы открыть на рабочем столе у себя такую папку, нужно выполнить следующее. Перейти на свой рабочий стол. В любом месте рабочего стола щелкнуть правой клавишей мыши на свободном пространстве. Щелкаем правой клавишей мыши и находим пункт «Открыть». Создать, вернее. Создать папку. Щелкаем левой клавишей мышки. Создается папка с именем «Новая папка». Мы щелкаем по этой папке правой клавишей мыши и пишем «Переименовать». И набираем текст, который мы с вами договорились, например, «Мои свидетельства о результатах». Щелкаем клавишей Enter. Все, папка создана. Входим в эту папку, щелкнув левой клавишей мыши. Теперь входим в папку «Загрузка», то есть то место, где мы скачали этот исходный файл, находим его, щелкаем на нем правой клавишей мыши, копировать. И переходим в вновь созданную папку «Мои свидетельства о результатах» и щелкаем здесь уже правой кнопкой мыши и нажимаем на пункт левой клавишей мыши «Вставить». Все. Мы перенесли файл из папки «Загрузка» в свою папку, которая называется «Мои свидетельства о результатах». Все. Теперь мы будем пользоваться только этим файлом. Переходим к следующему пункту. Теперь откроем снова страничку на сайте тестирования с инструкцией по оформлению свидетельства о практических результатах. Мы выполнили только что первый пункт этой инструкции. Второй пункт рекомендует открыть скачанный файл и заполнить бланк свидетельства в соответствии с приведенными ниже инструкциями образцом заполненного бланка. Мы же рекомендуем не заполнять бланк в PDF-форме сразу, а в целях большей практичности и для большего удобства оформления свидетельства рекомендуем выполнить следующие действия. Если мы откроем только что скачанный файл с PDF-формой свидетельства, то мы увидим, что на нем есть определенные поля, которые можно сразу заполнять, ну и оформлять.
Но тут, если никаких проблем нет с заполнением вот этих вот, скажем так, данных в шапке с персональными данными вашими, то вот заполнение бланка свидетельства с описанием ваших результатов, практических результатов применения методов учения Григория Гробового могут вызвать определенные, ну, если не сложности, то некоторые неудобства. Почему? Потому что все-таки PDF-формат не универсальное средство для набора текста, хотя и позволяет это делать. Гораздо удобнее было бы это делать в Word. Поэтому мы рекомендуем, прежде чем начать заполнять PDF-форму свидетельства, закрыть ее и открыть файл в Word. Обычный файл, назвать его, например, «Мои свидетельства», и текст своего свидетельства о результатах набрать прямо в Word. Это удобнее, потому что все-таки это текстовый редактор. Он позволяет у вас форматировать, изменять шрифт, менять там, вносить исправления, подчеркиваются вот некоторые слова, которые они будут незнакомы, или может ошибки какие-то у вас. То есть лучше набрать его, ваш текст свидетельства, прямо в Word. Почему это еще хорошо? Дело в том, что надеемся, что у вас будет не одно свидетельство, а несколько их. И все-таки в этом файле, который вы назовете «Мои свидетельства», вы сможете последовательно дальше начинать набор других свидетельств. И так далее. У вас будет такая собственная личная база данных свидетельств, где вы можете всегда смотреть хронологию, отмечать дату, когда вы его сделали, ну и вообще другую информацию. Кроме того, как правило, если у вас есть хорошие свидетельства о практических результатах применения методов учения Григория Гробового, желательно этими результатами делиться в социальных сетях, в скайп-группе, которая специально создана для участников онлайн-тестирования, ну и так далее. Поэтому из вордовского документа, конечно, проще этот документ брать, вставлять туда, куда нужно, и распространять эту информацию для всех. Это очень полезная и нужная информация, которая служит цели дальнейшего распространения и формирования доказательной базы эффективности учения Григория Гробового. Поэтому мы и рекомендуем набор самого свидетельства делать сначала в вордовском файле, сохранить его по каким-то названиям, в данном случае вот «Мои свидетельства». Кроме того, если вы будете писать несколько свидетельств, заполнив один раз это свидетельство теми данными, которые у нас в шапке есть, это, допустим, фамилия, имя, отчество, e-mail, образование, адрес, там, год, когда вы впервые познакомились с учением, эти окна такие есть в форме, PDF-форме свидетельства. Заполнив один раз, вы просто потом в дальнейшем будете просто брать, копировать, оставлять, не набирая. Это тоже облегчает заполнение формы свидетельства. Вот рассмотрим мы на примере условного человека, который получил положительные практические результаты применения методов учения Григория Гробового с фамилией Ветров Александр. От его имени заполним свидетельство. Вот мы добрали его свидетельство сюда, сохранили его. Вот теперь после этого что мы делаем? Вот теперь после этого нам нужно открыть PDF-форму. Мы ее открыли. Теперь еще одна рекомендация. Она готова для заполнения. В силу того, что у вас могут быть какие-то опечатки, какие-то пожелания по изменению в дальнейшем, может, текста и так далее, и так далее. Тем более у вас может быть не одно свидетельство, а несколько. Поэтому мы рекомендуем сразу же, как только вы открыли исходный файл, сохранить его под другим именем.
Для этого нажимаем, после открытия PDF-формы, нажимаем «Файл», «Сохранить как». И говорим, где сохранить. В папке «Мои свидетельства о результатах». И теперь вот перед названием файла, вот внизу, здесь мы просто-напросто добавляем под именем файла эту фамилию автора этого свидетельства. Ну, в данном случае у нас Ветров. Назвали фамилию, пробел, все, сохранить. Теперь у нас в папке, в исходной, которую мы с вами создали на рабочем столе, теперь есть исходный текст, вот PDF-формы, и файл, который мы сейчас будем заполнять. Если нам будет необходимость, ну, его убрать, уничтожить там, или подредактировать, мы всегда сможем взять исходный файл и пользоваться им. Исходный файл у нас остается как эталонный файл. Мы работать же будем с файлом, который называется Ветров Testimony, ну или ваша фамилия Testimony. Еще один момент. Значит, вот эта форма, PDF-форма свидетельства, она редактируемая. То есть ее можно обычно в PDF защищена от редактирования. В данном случае эта форма редактируемая. Там есть определенные поля, в которые можно вписывать информацию. Для того, чтобы работать с файлом PDF-форматов, существуют разные программы, или их называют еще приложения. Мы же рекомендуем пользоваться двумя официальными лицензионными программами. Первая программа – это Adobe Acrobat Reader, не путать его. Там есть еще Adobe Acrobat просто, это профессиональная программа, где можно не только редактировать, а и не только читать, а и редактировать его, вставлять картинки, там, конвертировать, сжимать и так далее, ставить защиту и прочее, прочее. Reader же только читает, от английского слова read – чтение. Вот Adobe Acrobat Reader – это бесплатная программа команды значит, фирмы Adobe, которая создала специально эту программу и распространяет ее бесплатно. Есть еще очень хорошая программа, тоже бесплатная, тоже официально, лицензионная, это Foxit PDF Reader. Тоже очень хорошая программа, и в данном случае я сейчас буду показывать вам на примере Foxit PDF Reader. Она немножечко, ну, на мой взгляд, субъективный, немножко полегче, она меньше места занимает на компьютере, а по удобству она по функционалу такая же, примерно, как Adobe Acrobat Reader. Поэтому, если есть возможность, вы можете скачать эти бесплатные приложения и пользоваться ими. Повторяю, они бесплатные и свободно распространяются, и лицензионные. Тем самым вы никогда с помощью их не испортите свою операционную систему, никогда вирус не попадет на ваш компьютер, если вы будете пользоваться лицензионным программным обеспечением. Итак, значит, мы открываем теперь уже сохраненный файл, который назвали Ветров Testimony, и начинаем заполнять. Заполнять теперь у нас очень легко, потому что мы могли бы, как я говорил, уже и вручную заполнять, но в силу того, что у нас в Word эта информация есть, мы теперь просто-напросто сюда вставляем дату заполнения, фамилию, имя, отчество, копировать, вставить, e-mail, образование, место проживания. Ну и дату, когда познакомился с учением Григория Гробового. Теперь читаем. Данное свидетельство у нас
предназначен для того, чтобы зафиксировать для создания доказательной базы эффективности учения Григория Горобового результаты, полученные практически результаты именно при процессе компьютерного онлайн-тестирования. Поэтому здесь есть пункт «Положительный результат получен». И дальше написано «Выбрать в строке ниже вариант ответа и нажать соответствующую кнопку». То ли это при подготовке к тестированию, тогда надо поставить вот здесь вот птичку левой клавишей мыши, то ли во время тестирования, то ли после тестирования. Значит, но из того примера, который приведен вот в этом свидетельстве, значит, в процессе подготовки к тестированию было проведено управление на гармонизацию и получение положительных результатов событий, которые здесь описываются. Значит, было управление во время тестирования, а сам результат получен уже после тестирования. Поэтому мы с полным правом здесь копируем это свидетельство, копировать, ставим, что да, положительный результат был получен как при подготовке к тестированию, начало его. Во время тестирования мы управляли на этот результат, и окончательный факт уже проявился после тестирования. После этого переходим к окну, в котором излагается суть самого свидетельства, и вставляем тот текст, который мы скопировали только что из программы Word. Все. Мы полностью перенесли данные из Word, очень быстро, очень хорошо. Очень удобно было нам набирать его в программе Word, а здесь мы просто вставили. Теперь осталось поставить отметки о разрешении публикации вашего свидетельства и использованию в научно-образовательных целях. Ну, как правило, рекомендуется это и наши цели, разрешать желательно. А вот публикацию персональных данных, указанных в настоящем свидетельстве, вы можете по своему усмотрению либо нажать в окошечке «Разрешаю», ну, либо «Не разрешаю». Значит, в одном из двух окошек. Здесь только одно окошко нужно нажимать. Ну, в данном случае вот мы нажали «Разрешаю». Теперь вы обратите внимание, как только вверху мы поставили фамилию, имя, отчество, сюда, в область подписи, точно так же перенеслась автоматически уже фамилия, имя, отчество, которое вы введете в шапке документа. И теперь останется в это место вставить подпись, свою простую электронную подпись. Но эта тема отдельной инструкции. На этом оформление нашего свидетельства закончено. Мы этот файл сохраняем. Можно нажать вот здесь кнопочку «Сохранить» или Ctrl-S нажать, либо «Файл», «Сохранить». Все. На этом наша инструкция по заполнению и сохранению файла свидетельств о практических результатах закончена. Следующий шаг будет это заверить свидетельство простой электронной цифровой подписью. Но это тема следующей видеоинструкции. И в заключение еще два небольших дополнения или уточнения. Первое. Если вы посмотрите в PDF-форму свидетельства о положительных результатах, то вы увидите, что здесь написано: обязательно укажите тему, по которой вы проходили тестирование. Это очень важный момент. Просто мы здесь сейчас еще раз на это обращаем ваше внимание, потому что когда вы пишете свидетельство, желательно писать, как вот в данном случае здесь написано: при подготовке к тестированию по теме есть программа обучения, учению Григория Горобового, и тема
учение Григория Гробового о Боге, образовании вечной жизни и указан идентификационный код этой темы. Это придает некий официальный статус вашему свидетельству. Уточнение такое. Просьба обязательно, во-первых, указать тему, по которой вы проходили тестирование, и название этой темы нужно брать либо из программы обучения, либо на странице с тем тестовым заданием, которое вы проходили. Потому что на тестовых заданиях название тем, оно в строгом соответствии находится с программой обучения. Поэтому достаточно либо в программе обучения, либо на странице тестового задания скопировать это название и его идентификационный код. Вот, и вставить в начало вашего свидетельства, где написано при прохождении какой темы вы тестировались, и название ее вот это официально здесь указать. Это обязательно нужно, поэтому здесь и выделено жирным. Еще момент. Это в целом все-таки больше рекомендация. Вот здесь написано, текст вашего свидетельства желательно, чтобы был не более 4 символов. Как узнать, сколько символов в вашем свидетельстве? Вот в этом опять поможет нам Word. Вот когда вы наберете свое свидетельство в Word, увидите, что в левом нижнем углу странички с Word есть такое окошечко, на которое, может, не обращает никто внимания, написано число слов. Так вот, если щелкнуть левой клавишей мыши на этом окошечке, вы увидите полную информацию по вашему свидетельству. Здесь не только 1337 слов находится, но мы знаем, что знаков с пробелами, а именно эти знаки, где вот написано 4000 символов, но это имеется в виду с пробелами, так вот знаков с пробелами, вот в нашем свидетельстве в данном случае всего 2400 штук. То есть это с большим запасом, до 4000 символов. Но тем не менее, то есть вы знаете, что это входит в те рекомендуемый размер вашего свидетельства, который здесь написан. Ну, сразу скажем, что в принципе это рекомендуемо. Вот вы видите, что мы 2400, по-моему, символов ввели, и у нас почти окно заполнилось. Если вы введете 4000 символов, ничего страшного не будет, просто-напросто этот шрифт, он просто уменьшится. Но просто читаемость его будет ниже, он будет мелкий шрифт. Поэтому желательно, чтобы вы контролировали размер своего свидетельства, и он был не больше 4000 символов. А помочь вам в этот сможет тоже, опять же, Word, левый нижний угол, щелкаем и видим, что в данном случае знаков с пробелами 2400 штук. Ну вот, все. Всего доброго, успехов вам в получении положительных результатов при применении метода учения Гробового и в заполнении бланка свидетельства.